Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и смотрите, с чего бы я хотел, господа, начать. Прежде всего то, что, смотрите, по закрытию фактически этой недели, да, а вы помните, что пятница у нас подведение итога всей недели, мы практически находимся на том самом уровне коррекции. Там у меня был 81, мы чуть повыше, 81,80. Но я вам сразу говорил, что ставлю в прогнозы не рост, не максимальные значения, а именно коррекционные. Да? Причины к этому на самом деле достаточно, скажем так, были неожиданные на этой неделе. То есть они у нас не входили на самом деле в календарь, который мы, собственно говоря, составляли на неделю. А именно, господа, новый пакет санкций. Новый пакет санкций в Россию, который непосредственно G7 и Европа опять начали разрабатывать. И самое плохое, господа, что этот пакет надолго. То есть в каком плане? Ждать его нам долго. То есть там фактически конкретных результатов по этому пакету можно будет узнать чуть ли не в конце месяца. То есть на самом деле страшного-то в этом ничего особо нету. Но рынки, как правило, всегда на таких, скажем так, ситуациях берут исключительно паузу, да, потому что непонятно, что будет происходить дальше, насколько это может либо ослабить рубль, либо наоборот укрепить. И поэтому, соответственно, так как неизвестность впереди, по непосредственно протоколам мы уже знаем, мы получили на этой неделе протокол 0,25 базисных пунктов, значит по доллару укрепления особого уже никакого мы не ждем, сильного, да. Единственное, что, конечно, впереди мы ждем теперь всевозможной риторики ФРС, почему, сейчас тоже к этому вернемся. Но основной момент, то что непосредственно по рублю, доллару и вообще к рублю, ко всем валютам, основной момент это, конечно, ожидание вот этого новых санкционного пакета. Поэтому мы и застряли вот на таком промежуточном уровне. Смотрите, если мы посмотрим вот здесь, помните, я вам говорил, что здесь очень хорошо те уровни коррекции видны, которые могут быть отработаны. Вот смотрите, 81,50 был, мы его ровно и отработали. И вот сейчас мы поднялись на 81,80. Если посмотрим по Форексу, там картина несколько у нас иная, да. Здесь у нас уже за 82 мы вышли, почти на 82,50. Это так же, как я вас предупреждал, что 82,50 скорее всего станет пиковым. Опять же, это пока в режиме ожидания. Еще раз напоминаю, по рублю укреплений никакого не происходит. Я вам сразу предупредил, что это не разворот, никакого падения еще не будет. Ну и вот, в принципе, мы это, господа, с вами наблюдаем. Также, кстати, немаловажный момент, который тоже, естественно, мы не можем игнорировать. Сегодня, господа, начал расти доллар. Как я вас и предупреждал, что никуда мы там не свалимся глубоко, что в итоге 101,5, 102 мы вполне можем еще вернуть, да. Вот здесь у нас еще 102 и 102,5 было, но что-то нет этого уровня сейчас. Вот, но он есть, естественно, на 102 и 102,5. Вот сейчас в данный момент мы практически приближаемся к 102,5, ну к 102, да, потому что 101,5 пробит, а это уже дорога на 102. Если мы посмотрим по облигациям, там тоже у нас картина на укрепление, смотрите, пошел рост, да, 3,5. Непосредственно по десятилеткам та же история, но тут, правда, немножко мы скорректировались все-таки, потому что они у нас, это понятно, это просто потому, что здесь график не, сейчас один момент, недоходности, сейчас один момент, тут просто стал у нас, как обычно, страдать. У нас TradingView. Значит, смотрите, вот он, да, тоже взлет. Вот он, график доходности. То есть тоже растем. А это десятилетки, здесь двухлетки. Да, хорошо, давайте здесь двухлетки. Чтобы у нас все было четко. Вот они. И двухлетки выросли, да? Вот они, 4,097. Смотрите, какой взлет произошел. В 3 часа хлоп. Здесь то же самое. В 3 часа хлоп. Индекс доллара в 3 часа хлоп, и вот он уже практически на 10,6, да? А если посмотрим по доллару-рублю, что у нас в этот момент происходило? Смотрите, в 3 часа, ну вот он начал тоже расти. То есть вначале мы удерживали как раз вот этот 81, да, вот он у нас в моменте был 81 ровно. Вот здесь потихонечку, ну вот он наш прогноз, вот он 81, смотрите, четко совпадает. Вот сегодняшний день начала, вот, ровно 81, как я вам и
вот прогнозировал, да, а дальше, соответственно, пошло укрепление по доллару, и вот в 3 часа, вот оно, пожалуйста, тык-тык-тык, мы увидим в итоге выход на 81.80, да, и что у нас в этот момент происходило с нефтью, как вы предполагаете? Безусловно, нефть у нас в 3 часа, смотрите, вот она подходила и улетела вниз. То есть вот это давление на нефть, как я вам и сказал, оно продолжается. Оно продолжается, почему? Потому что нефть сегодня пыталась выйти за 87, да, она еще этого начала делать позавчера, и, соответственно, ей не дают. Сегодня были события, которые мы сейчас разберем, и, естественно, я все вам расскажу, господа. Значит, смотрите. Первый момент, мы ждали ежемесячный отчет МА. Это непосредственно отчет по энергетике, да. Это очень важный был момент. Вот смотрите. Собственно говоря, по этому отчету мы сейчас и пройдемся с вами. Нефть демонстрирует рост 4-ю неделю подряд, чему способствуют признаки ужесточения ситуации на мировом рынке, поскольку Международное энергетическое агентство предупредило о повышении цен. Это вот о нем как раз речь идет. Последнее сокращение производства группы угрожает росту цен на нефть для потребителей, которые уже столкнулись с высокой инфляцией, говорится в ежемесячном прогнозе МА в пятницу. Вот он у нас, ежемесячный отчет МА. Да? МА по-прежнему видит ограниченный рынок нефти в этом году из-за роста спроса и сокращение предложения, сказал Йенс Нервинг Педерсон, аналитик Данский банк. По его словам, более слабый доллар США в последнее время также оказал поддержку ценам на нефть. Вот вам, господа, опять же ответ, как работает доллар с нефтью. Вот когда я вам рассказывал, постоянно говорил, что обращаем внимание, как работает индекс доллара и, соответственно, что происходит с нефтью. Вот вам прямой, опять в очередной раз подтверждение, да? Просто кто, может, например, смотрит канал впервые, об этом не знает. Дальше смотрите. Доллар находится на пути к 5-му еженедельному падению подряд. Это самая длинная полоса проигрышей почти за 3 года. На фоне слухов о том, что Федеральная резервная система близка к завершению своей кампании по повышению ставок. Более слабый доллар делает товары, оцененные в американской валюте, более дешевыми для многих покупателей. На самом деле, в краткосрок как бы предсказывают то, что доллар будет ослабевать. Но я больше чем уверен, что ситуация будет на самом деле иной. Потому что, объясняю, инфляция начнет расти, ставки начнут подниматься и доллар начнет крепнуть. А инфляции данные мы еще не получали с вами, да? Но давайте дальше смотреть. Значит, смотрите, еще немаловажный момент. В Китае, крупнейший в мире импортер сырой нефти, да, импортер сырой нефти, данные на этой неделе показали, что импорт нефти в марте увеличился до максимума почти за 3 года, чему способствовали рекордные российские потоки. А в пятницу глава Народного банка Китая Иган заявил, что в этом году ожидается рост экономики страны примерно на 5%, да. Быстрый спред VTI, разница между двумя ближайшими контрактами, да, составляли 10 центов за баррель при бэквардации, что является бычьей моделью. Это сопоставимо с 16 центами за баррель в контанго, противоположной структуре месяц назад. Это говорит о том, что разница как раз в контрактах VTI, да, они, получается, показывают рост цен. Рост цен, о чем опять в очередной раз мы получаем подтверждение, что, соответственно, нефть будет дорожать. Да? Это то, о чем я вам говорил перед этим неоднократно. Смотрите, санкции в отношении России, похоже, работают, так как предполагалось. А экспорт нефти в марте стал самым высоким со времен ковида. Это, опять же, вот нам говорит вот этот вот отчет МА. Да? Но доходы снизились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, как показывают данные Международного энергетического агентства. То есть сейчас непосредственно вот это агентство заявило, что непосредственно Россия продолжает поставлять много нефти, экспорт у нее растет, но денег зарабатывает на порядок меньше, потому что вот введены вот эти ценовые потолки. Это вот как раз к вопросу, почему мы все-таки начали ослабевать рубль, да? Теперь смотрите дальше. Однако в ближайшие месяцы ситуация может стать более сложной, поскольку сокращение добычи со стороны Организации стран-экспортеров нефти и союзников, включая Россию, приводит к росту цен на нефть. То, о чем я вам говорил неоднократно. Что я вам говорил, что ОПЕК всегда может ответить, когда начнут сокращать добычу. И этим самым сразу поддержат цены на нефть, и автоматически, соответственно, уже индекс доллара не сможет на них влиять. Это я вам всегда рассказывал еще до того, как все эти события
события произошли. Те, кто в канале давно, об этом прекрасно знают. Смотрите, флагманский сорт нефти Urals в Москве в апреле был в пределах $5 от предельной цены в $60. Да? $60 это так называемый price cap, вот это вот потолок, да? За баррель. В то время как средневзвешенная экспортная цена на всю сырую нефть в стране превышала его, сообщает вот как раз вот эта МЭА, да, вот эта вот комиссия. То есть говорит о том, что в итоге цена на нефть была при продаже все равно выше этих потолков. Теперь смотрите дальше. Тенденцию, ну это мы не будем, это Лавров сказал по поводу отказа к доллару, но это, как говорится, будущее, это не сейчас. Теперь смотрите дальше. 3 фактора привели к торможению роста нефтяных цен. Это опять же все к вопросу вот этой МА. Да? Это по-прежнему тема опасений надвигающейся рецессии в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти. Помните, я вам говорил, что единственный механизм, который есть у американцев, это рецессия, которую они в принципе и могут только использовать для того, чтобы сдерживать цены на нефть. По-прежнему там надвигающаяся рецессия в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти. Опубликованные протоколы последнего заседания ФРС показали, что риски в банковском секторе на фоне высоких ставок могут спровоцировать рецессию в экономике. К этому мы сейчас вернемся с вами. Это по поводу как раз отчетов банков. Что негативно отразится на спросе на топливо. Это вот как раз описывается тот самый механизм, про который я вам все время рассказывал. Да? То, что непосредственно, когда возникает пандемия, там, вот эти вот денежно-кредитная политика, которая в итоге приводит к тому, что основной момент это замедление экономики. То есть, когда ты не можешь повлиять на предложение, значит повлияй на спрос. Что и делают американцы. Они снижают спрос за счет вот этой вот рецессии. Да? Плюс к этому картель ОПЕК в своем ежемесячном докладе отметил риски снижения летнего спроса на нефть. ОПЕК признала, что автомобильный сезон в США должен повысить спрос на транспортное топливо, но меры по ужесточению денежно-кредитной политики могут несколько компенсировать это. И третий фактор, который остановил рост цен на нефть, котировки Brent, достигли важного уровня месячного сопротивления в районе 88 баррелей, где активизировались продавцы. Это вот к вопросу о технике. Да? Помните, я вам сказал, вот она цель. И помните, я вам говорил, вот он проходит как раз середина годового коридора, вот она идет. Вот как раз в районе вот этого уровня мы пока и не пробились, пока. Это опять же к вопросу о технике, да. Теперь смотрите дальше. Так, вернемся сюда и опять в наш телеграм-канал. Значит, смотрите, да, еще и технически. Но на самом деле это, конечно, говорит о том, что они, естественно, будут ужесточать вот эту политику ставок и так далее для того, чтобы, как я уже сказал, давить на цены на нефть. Теперь смотрите, очень важный момент, который сейчас будет касаться курса доллара-рубля. Тем временем цена на российскую нефть растет. Накануне на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, которая организует торги физическими партиями сырой нефти, на базисах Южного Балыка, Янгапур, Усаи, Вернадский терминал, были заключены сделки на продажу 10 тысяч тонн нефти за 386,1 миллиона рублей, что соответствует 64,69 бара. Да? То есть это говорит о том, что как раз уже не прайс-кап, да, прайс-кап у нас $60. Дальше смотрите, днем ранее был заключен аналогичный договор на поставку по цене $61.55, что тоже было выше прайс-капа, да, но уже на $4 практически разница с предыдущим днем. Интересно, что по данным Минфина Российской Федерации средняя цена на нефть марки Urals в марте 2023 года сложилась в размере 47,85. То есть, смотрите, средняя была 47,85, то есть около $48. А уже продажи идут по 61,64, что в 1,86 раз ниже, чем было в марте 2022 года, когда 89 была средняя цена. Вот была в 2022 году, в марте, да, это 89. А непосредственно вот когда последние были, 47. И вот сейчас, когда вот уже после вот этого сокращения, 61,64. Помните, это к вопросу о том, про что мы говорили, то, что Силуанов там говорил, что, соответственно, когда пойдет поступление больше экспортной выручки, рубль автоматически стабилизируется. Вот вам очередные доказательства, это мы с вами
только пробежали по ежемесячному отчету МА. То есть это вот почему я вам говорю, что есть вещи, которые имеют огромное значение. Вот статистика и та информация, которая поступает, которая очень сильно влияет, соответственно, на курс, да, ну и вообще на рынке в целом. И вот я вам полностью показал весь опять механизм, связанный нефть, доллар и, соответственно, рецессия, не рецессия, да. Поэтому в данный момент у нас получается картина следующая, что все-таки действительно начинает выполняться это правило, то есть действительно у нас бюджет начинает получать больше выручки, и соответственно это в итоге может оказать действительно поддержку рублю. Что, естественно, в очередной раз меня подводит к той мысли, что вот этот 82-50, скорее всего, станет пока максимумом. Но, с другой стороны, ниже 81 мы уже вряд ли увидим, а то и 81-50. Теперь смотрите дальше. Еще какая была информация. Так, сейчас это по крипте. Крипту нам не интересно сейчас. Так. Вот смотрите, это МВФ. У нас же еще было выступление МВФ. МВФ тоже будет важный момент. Здесь тоже смотрите, какая ситуация. Все страны захотят иметь более устойчивые цепочки поставок в гораздо менее стабильном мире. Урок Украины состоял в том, что энергетическая зависимость от России, вероятно, была ошибкой, заявил журналистам в четверг канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант. Это уже все пошло с заседания как раз МВФ. Мы хотим убедиться, что речь идет не только о энергетической зависимости, но и технологической зависимости от критических минералов и всевозможных других зависимостях. То есть разговор идет о непосредственно ресурсной базе и, соответственно, производственной базе. Это к вопросу к России и Китаю. У России ресурсы, а у Китая все производство. Вот их задача, сейчас МВФ, да, это все локализовать. Они хотят иметь контроль над ресурсами и одновременно, чтобы производство от таких, как, например, Китая, не зависеть, а локализовывать его у себя. Да? Дальше смотрите. Но опасность этого нового стремления демократических экономик сместить цепочки поставок на себя, то, что министр финансов Джанет Йеллен называет френдшорнингом. Ну, то есть дружественное, я так понимаю, френдшорингом. То есть такое дружественное закрытие. Заключается в разделении мировой экономики на блоки, что ведет к снижению эффективности и в конечном итоге к снижению развития. Так, но это вот все в принципе. И смотрите еще один момент, тоже, который тоже у нас имеет значение. У нас больше нет Китая, это все МВФ заявляет, который бы рос очень высокими темпами, заявил в эфире Блумберга Гита Гапинат, который сейчас является главным помощником Георгиева. Георгиева это как раз председатель МВФ. После того, как занимала пост главного экономиста МВФ. Таким образом, для мировой экономики в целом у нас нет очень больших двигателей роста. То есть, опять же, да, вот этими словесными интервенциями нам намекают, то, что спрос на нефть должен снижаться, цены на нефть должны снижаться, потому что Китай у нас тоже не тот. Китай у нас, собственно говоря, толком не восстанавливается так, как, собственно, как говорится, ожидалось. Да? Теперь смотрите дальше. Вот как раз к вопросу, господа, про санкции. В очередной раз вам тоже вот этот момент сейчас подтвержу. Несмотря на высокую активность физических лиц по конвертации валютных вкладов и рублевые, большинство участников рынка сейчас сохраняет осторожность в условиях вновь ставшей актуальной санкционной повестки. И в особенности в преддверии принятия ЕС очередного 11-го пакета санкций, содержание которого пока до конца неизвестно. То, о чем я вам говорил, неизвестность, неопределенность, не знают, какие санкции, не знают, когда они будут приняты. Все это, безусловно, сразу оказывается на курсе рубля и, соответственно, вообще рынка российского в целом. Если бы вы посмотрели бы сегодня российский рынок, он весь стоит в ожиданиях, потому что все ждут это решение по этому пакету. И теперь смотрите, господа, такой быстренький прогноз по курсу, да, не от меня. Потенциал к укреплению рубля сохраняется. Но более выраженную динамику курс, вероятно, будет показывать через неделю на фоне пика апрельских налогового периода, полагает Виктор Григорьев из Банка Санкт-Петербург. Это вот вам первый аналитик. Второй. Импульс на ослабление рубля стих.
Но говорить о глубокой коррекции в краткосрочной перспективе пока рано. Тренд на ослабление рубля все еще в силе. Это оценивает Фетисов из Россельхозбанка. Да? Еще один аналитик. Вот с этим я соглашусь. Потому что я вам сразу сказал, что 81 это пока чистой воды коррекция. Это никакой не разворот. Падения никакого еще по доллару не будет. Дальше смотрите. Поэтому допускаем пока лишь плавное снижение курса в пределах 79,5 и 84 рубля за доллар. Смотрите, господа, идем вот сюда. Что он вам говорил? Что смотрите, первый у нас уровень коррекции 81,50, а второй 80,50. Вот и есть этот 80,49. Вот он и есть. То есть, если все-таки будет коррекция, то максимум, куда мы можем уйти, вот как раз на 80,50. И то я в это пока сейчас не верю. Вот я лично в это не верю. Потому что, еще раз говорю, пока все против рубля. Теперь смотрите дальше. Статистика у нас еще не накопилась. Юань нашел краткосрочное равновесие на уровне вблизи 11,90. Согласен. А объемы торгов им уже устойчиво превышают показатели по доллару. И мы полагаем, что эта тенденция будет только усиливаться с учетом значительного прироста оборота внешней торговли, что подтверждает статистикой по внешней торговле с Китаем в первом квартале. Это добавляет он. Вот, господа, собственно говоря, то, что я вам хотел сказать. А самое главное, смотрите еще после этого, сразу вдогоночку. Несмотря на вызовы 2022 года, уже удалось достичь стабилизации финансовой системы Российской Федерации. Об этом в ходе выступления на совместном расширенном заседании коллегии Минфина и Минэкономразвития Российской Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов. Это то, о чем я вам говорил. Помните, что Центробанк сейчас демонстрирует и правительство спокойствие по поводу изменения сильного там по курсу, да, то, что рубль так сильно ослаб. Я вам сразу сказал, что процесс под контролем, никто ничего не боится, паники никакой нет, что все это абсолютно связано с той рыночной конъюнктурой, которая происходит. Теперь смотрите дальше, еще прочитаем кое-что. Минэкономразвития, это важно, Российская Федерация в уточненном макропрогнозе на 2023 год улучшила ожидания по инфляции. Вот, господа, мы дошли до того, о чем я вам говорил. Предусмотрев ее на уровне 5,3%, против прогнозировавшихся в сентябре 2022 года 5,5%. Тут, значит, очень много дальше идет информации, но я вам сейчас сразу выцеплю самое главное. Я его здесь сразу как раз подчеркнул, когда в канал выкладывал. Смотрите. Ослабление курса рубля пока не отразилось в ценах. Все. Вот это можно все вообще было даже не читать. Хотя мы поняли, что по цифрам там у нас идет сокращение инфляции. Все, самое главное. Ослабление курса рубля пока не отразилось в ценах. Вот вам и подсказка. Если правильно уметь работать с информацией, вот этот кусок вам достаточен. Это говорит о том, что пока инфляция расти не начнет, естественно, рубль никто укреплять не будет. Ровно то, о чем я вам все время и говорил, да? И теперь смотрите дальше. Реальный эффективный курс рубля в корзине валют государств, основных торговых партнеров России в марте 2023 года снизился на 3,4% по отношению к февралю, согласно предварительной оценке ЦБ Российской Федерации, опубликованной на его сайте. А в январе-марте 2023 года реальный эффективный курс снижался аж на 14,7%. Ну и теперь смотрите, теперь давайте разбираться дальше. В общем, я вам все это специально сделал такой ликбез, да, общий, для того, чтобы вы понимали, что все, что здесь происходит, чисто естественно фундаментал, что все события абсолютно взаимосвязаны. И что и цены на нефть, и, соответственно, дальнейшая ситуация с ценами на нефть, соответственно, и ответ доллара, да, и, соответственно, ответы ФРС, там, да, по своей денежно-кредитной политике и так далее, безусловно, еще будут, естественно, оказывать влияние на курс доллара-рубля и вообще к любой валюте по курсу рубля, да, и также, соответственно, то, что никакие развороты, ну и никакие максимальные там движения вверх, ничего пока нету, да. То есть чистой воды намечается определенная пока рейнджевая динамика. Но надо учитывать, что ситуация с санкционным пакетом, она может сыграть в любой момент. Еще раз говорю, в календаре ее не было ни на этой неделе, ни в том числе, как говорится, нет и на следующей неделе. То есть нету конкретных дат, и это очень плохо. Всегда, когда есть неопределенность, это плохо. Теперь давайте разбираться, что у нас сегодня выходило. Значит, смотрите, базовый индекс розничной продаж, он как раз и вышел, господа, в 3 часа. Вот на этом и произошло все это укрепление по доллару, по облигациям и так далее. Потом, смотрите, объем розничных продаж.
выступление из ФРС как раз у Уоллера, вот после его выступления, после этих данных как раз произошел вот это сильное изменение. Объем промышленного производства в США. Дальше индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета, индекс настроения потребителей от Мичиганского университета и ожидаемая инфляция от Мичиганского университета. Вот эта вся статистика в целом, да, она по большому счету и привела к тому, что мы увидели непосредственно вот эту реакцию по доллару, да, то, что непосредственно доллар, у нас вот он, индекс доллара полетел вверх, да, это именно произошло на этом. Если посмотрим, кстати, на американском рынке S&P, смотрите, видите, мы выходили на 4160, и вот она, как раз около 3 часов, вот она началась постепенная в начале коррекция, потом небольшой подъем, и все, и полетели вниз. Это вот все как раз на том, что как вот эти данные показали. А показали они следующее. Значит, смотрите, базовый индекс розничных продаж, он упал. То есть на самом деле продажи постепенно снижаются. Объем розничных продаж тоже упал. То, что выступление было Уоллера, он сказал о том, что ставки надо поднимать, что все равно надо бороться с инфляцией. Ровно то, о чем я и говорил, что как только нефть пойдет в район 87, на пробой в район, чтобы выйти 92-94, да, сразу в этот момент начнется меняться риторика ФРС, что и произошло. И естественно, они дали все сигналы о том, что они будут повышать ставки. Все. И МВФ это высказался, потому что все хотят победить в любом случае инфляцию. Они понимают, что они ее не побеждают, потому что они ее создают. Они постоянно печатают деньги. Мы уже говорили про американский бюджет, который дефицитный. Его надо чем-то заполнять. Это все опять резаная бумага, которую опять надо печатать. А обеспечивать ее нечем. Почему сейчас и ведется все эти, как раз борьба за все эти ресурсы и так далее. Да? Теперь смотрите дальше. После того, как он, собственно говоря, выступил, пошли объем промышленного производства, он немножечко снизился. Индекс ожидания потребителей от Мичиганского университета показали, что они ждут снижения потребления. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета показали, что потребление сильное уже не растет, но и не сильно пока упало. А вот ожидаемая инфляция как раз на рост. Что и требовалось доказать. Это все говорит о том, что, безусловно, в итоге, как только мы начнем получать данные по инфляции, а их пока, еще раз, господа, напоминаю, нет, то, соответственно, инфляция начнет показывать, что она растет, и значит, естественно, пойдет и укрепление доллара, и измена политики ФРС в ее комментариях, и, соответственно, опять новые ставки и так далее. И вот этот весь процесс запустится заново. Смотрите, сейчас еще идет отчетный период. Теперь давайте перейдем к нему. Отчетный период начался, и мы с вами говорили, что самое главное, что мы ждем, это прежде всего отчеты банков. Акции JP Morgan, Citigroup выросли, в то время как акции Wells Fargo, да, практически не изменилось. А акции PNC Financial оказались под давлением после того, как для каждый банк сообщил о результатах перед открытием в пятницу. И теперь смотрите в деталях. Помните, мы говорили, что самое важное будет, это что вопрос с депозитами. JP Morgan. Депозиты, за которыми инвесторы будут внимательно следить в этом квартале после банкротства 3 американских банков в марте, выросли на 1,5% за квартал. Однако, по сравнению с тем же периодом прошлого года, депозиты упали на 7%. Дальше смотрим. Потребительские депозиты упали на 5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как депозиты коммерческих банков снизились на 15% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Wells Fargo это как раз сообщил, что ее кредиты, предоставленные коммерческим клиентам, выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот Citigroup. Но Citigroup, я вам сразу скажу, он всегда очень устойчив, очень всегда устойчив. Я в свое время, когда очень много им торговал, как правило, естественно, его перед отчетом либо разгоняли, либо если он находился внизу, можно было смело покупать, и он очень хорошо рос. А вот после отчетов начиналось постепенное снижение. Что его депозиты составляли 1,3 триллиона долларов на конец квартала, что практически не изменилось. Он показал устойчивость. По сравнению с предыдущим годом,
говорится в отчете компании. Генеральный директор Джейн Фрейзер заявил, что компания добилась результатов, несмотря на бурную среду для банков. Ну, то есть было сложно, но они это сделали. Это вот в очередной раз, как раз мы уже получили информацию по возможному банковскому кризису, что его нет. Да, с депозитами есть проблемы, но не критично. Более того, я сегодня смотрел информацию, были заявлены такие, скажем так, моменты, что, собственно говоря, у ФРС сейчас снизилась поддержка банков с запросом по ликвидности, потому что они как бы уже все, ликвидности столько не требуют. То есть там с ликвидностью вопрос решен. Это к вопросу как раз, значит, соответственно, банковского кризиса нет, рецессии нет. Но, господа, что самое главное? Безусловно, сейчас, еще раз напоминаю, да, начинается у нас отчетный период, и рынок должны вначале поднять, хорошо поднять. Для чего? Правильно, чтобы потом его опустить. Потому что для того, чтобы поднимать дальше ставки, им самое главное, нельзя получить рецессию настоящую. Они могут ею пугать, но настоящую получить нельзя, иначе это все перейдет быстро к стагфляции. То есть ставки будут высокие, а, собственно говоря, инфляция будет не побеждена. И придется снижать ставки при высокой инфляции, так как нефть будет ценно расти и так далее. Да? Поэтому они, естественно, сейчас сделают такую паузу, дадут возможность рынку подняться, продемонстрировать ситуацию, есть рецессия, нет рецессия, и будут удерживать нефть за счет индекса доллара. Все это нас, господа, подводит к какому выводу? Что доллар, естественно, будет укрепляться. Будет укрепляться, и в связи с этим, соответственно, никакого там ослабления сильного по доллару ждать нам не приходится. Более того, если мы посмотрим на евро, там, господа, картина тоже интересная. Смотрите, евро у нас показал еще более лучшую динамику, да? Мы видим, что мы закрепились там в районе 90,5, это если смотреть по Форексу, да? По официальному мы, 90,5 закрепились. Но я вам скажу, почему здесь еще ситуация несколько не такая вот тоже ожидательная стала, но на максимальное значение. Потому что, господа, на следующей неделе, забегу немного, да, в тот календарь, который мы будем разбирать в воскресенье, будет индекс цен потребителей Европы. То есть это фактически данные по инфляции Европы. А вот США не будут. И вот в этом моменте мы, естественно, будем ориентироваться на Европу. И вот здесь как раз поэтому такая пауза. Все понимают прекрасно, что, скорее всего, ставка будет по ЕЦБ расти еще больше. МВФ, в принципе, это тоже заявил. Поэтому по евро укрепление, скорее всего, тоже будет более крепкое. То есть и 91, и 90, как минимум там 11,5 мы вполне увидеть можем. А по юаню, господа, соответственно, правильно там сказал вот этот товарищ с Россельхозбанка, или откуда он там, в общем, 11,80 это, скорее всего, минимум, ниже мы уже вряд ли уйдем. 11,90, скорее всего, в итоге закрепим. А переходить будем от 12 к 12,10. Вот так вот. И, возможно, 12,20. Вот в этот диапазон мы вполне в итоге можем зайти. Вот такие, господа, у нас сейчас получаются прогнозы. Еще раз говорю, что на следующей неделе будет много событий. В данный момент, пока не введен этот санкционный пакет, ориентироваться нам будет, скажем так, довольно сложно по какому-то прогнозу, потому что этот санкционный пакет, как только он будет оглашен, да, или утечки будут по нему, может очень быстро внести свои коррективы. Это надо четко понимать. А так как он пока вне сроков, сказать будет очень сложно. Значит, смотрите, давайте пробежим быстренько по коррекциям. Еще раз говорю, по доллару-рублю это 80.50, ниже пока вряд ли. По целям, смотрите, мы устремляемся в район 82.50, как я, в принципе, и говорил. То есть выше, я думаю, пока не пойдем. Но это временно. Теперь смотрите, по евро. По евро мы стоим прям на ближайшей самой коррекции 90. Более-менее нормальная такая, да, это 89.50. Это недельная. А вот двухнедельная, как по рублю, если, да, там на 80-50, то здесь это 88-50, вот сюда. Но пока мы видим, что этого ничего подобного нету, он даже держится гораздо выше. И по юаню, смотрите, и подъем, кстати, смотрите, цель у нас в районе 91, как и говорил, да, 91, это вполне мы туда можем постепенно перейти. А и юань, смотрите, здесь 11.85, вот она, это поддержка уже на той ближайшей
которая такая уже недельная коррекция, такая более глубокая. А самая уже глубокая будет на 11.70. Ниже мы пока не берем. 11.70. Что, конечно, тоже маловероятно. А вот непосредственно по ценам, куда идем, 12.05, там 12.10, да? Вот такой у нас сейчас, господа, выглядит прогноз на следующую неделю. При том, что, еще раз говорю, пока событий очень много, которые не произошли. Поэтому напоминаю вам о том, что готовьтесь. Волатильность может быть достаточно серьезная, особенно если будет поступать непосредственная информация по поводу этого санкционного пакета. Вот. И не думайте, что будет какой-то разворот и падение. Тем много мне сегодня там в канале спрашивали, Слава, продавать доллар или нет. Нет, я думаю, пока не продавать. Потому что, еще раз говорю, все в итоге в средний срок, как минимум, указывает на укрепление доллара. Потому что ставки будут расти, с инфляцией будут бороться. Никуда этот процесс не держится, не денется. Цены на нефть, безусловно, будут расти, потому что запасы будут сокращаться. И, соответственно, как говорится, спрос будет по-любому расти, как бы они там этого не хотели. И сдерживать все равно не получится. В любом случае, этот процесс будет продолжаться. И, естественно, там ситуация с СВО тоже может принести определенные сюрпризы. Поэтому и в этой ситуации мы видим, да, инфляция по России, вам четко дали понять, инфляция по России замедляется. А это говорит о том, что это никак, там было написано четко, не оказало влияния на слабость рубля. Поэтому в связи с этим, пока инфляция расти не будет, никто поддерживать рубль не будет. Более того, подождут следующие экспортные, как говорится, распродажи, выручки. И после этого прекрасненько себя, смотрите, у нас когда получается, сейчас посмотрим. Так, вот в апреле 29-го. 25-го начнется сдача деклараций, а 29-го уже начнутся распродажи. То есть нам еще ждать как минимум недельки-полторы, да? В общем, вот такая вот картина, господа, получается. На этом еще раз вам напоминаю, что, собственно говоря, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, только самая актуальная вся информация, которая действительно может повлиять здесь сегодня, прямо сейчас на торги. Вот она там у нас всегда в этом канале находится. Также, соответственно, я там на прямой связи, на прямых эфирах тоже можете со мной поучаствовать и так далее, задать вопросы. Также напоминаю, господа, что, естественно, мы каждый день будем снимать, продолжать ролики. Соответственно, каждый день у нас, как вы видите, новые события, и каждый раз у них достаточно разный эффект воздействия, да. Ну и, соответственно, в пятницу, как обычно, подводим итоги, а в воскресенье делаем обзор следующей недели. На этом, господа, заканчиваю. Как говорится, всех с наступающими праздниками. И, собственно говоря, следите за нами, будьте в курсе. Также благодарю тех, кто поддерживает канал. Большое спасибо.